Встреча между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, состоявшаяся в овальном кабинете Белого дома, стала одним из самых обсуждаемых событий 2025 года. Переговоры начались с формальных приветствий и были запланированы как символ поддержки Соединенных Штатов Украине в ее борьбе за независимость и безопасность. Однако уже через несколько минут атмосфера начала меняться, и встреча превратилась в острую дискуссию, которая продемонстрировала разницу подходов двух лидеров к решению глобальных проблем. До самой встречи обе стороны активно готовились, обсуждая повестку дня. Главными темами переговоров должны были стать экономическое сотрудничество, подписание соглашения о минералах и вопросы безопасности 6. Визит Зеленского был широко освещен СМИ, и мировое сообщество ожидало конструктивного диалога между двумя странами. Однако события развивались совсем не так, как предполагалось. Начало встречи, теплый прием и первые признаки напряжения. Встреча началась около полудня по местному времени. Президент Трамп лично встретил Владимира Зеленского на крыльце Белого дома, где их ждали журналисты со всего мира. Трамп, известный своей харизматичностью и умением создавать зрелищные моменты, тепло поприветствовал украинского лидера. «Мы очень рады видеть вас здесь. Вы показываете невероятную храбрость», — сказал он, обращаясь к Зеленскому. Первая часть встречи проходила относительно спокойно. Лидеры обменялись любезностями, и Трамп подчеркнул важность отношений между двумя странами. Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать значительную поддержку Украине в сфере безопасности и экономики. Однако уже в этих первых словах можно было заметить намек на то, что Трамп ожидает большей благодарности за эту помощь. «Это будет отличный сюжет, вот что я скажу», — заявил Трамп, намекая на то, что он планирует использовать результаты встречи для своего политического имиджа одного. Развитие конфликта, обвинения и ответы. Когда участники переместились в овальный кабинет, ситуация начала меняться. Трамп сразу же сделал акцент на необходимости достижения мира между Украиной и Россией. «Я хочу мира. Если бы я не поддерживал отношения с обоими, Путиным и Зеленским, сделки бы не было», — заявил он, подчеркнув свою ключевую роль в урегулировании конфликта 2. Зеленский, однако, не согласился с такой формулировкой. Он подчеркнул, что Украина имеет право самостоятельно определять свои внешнеполитические приоритеты и что вопрос мира требует гарантий безопасности для его страны. Это был не просто обсуждение. Это был диалог, который показал, насколько сложно найти общий язык в таких ситуациях. Позже прокомментировал инцидент украинский лидер семьи. Ситуация накалилась, когда Трамп начал обвинять Зеленского в неготовности к миру и даже предупредил, что действия Киева могут привести к масштабным последствиям. «Вы рискуете жизнями миллионов людей», — резко заявил он, добавив, что Украина должна быть более ответственной в своих действиях одного. Зеленский, сохраняя спокойствие, ответил, что его страна стремится к миру, но не может принять условия, которые ставят под угрозу суверенитет. «Мы боремся за свои интересы, и это наш выбор», — подчеркнул он, демонстрируя твердость своей позиции. Участие Джей Ди Венса, усиление давления. В этот момент в разговор вмешался вице-президент Джей Ди Венс, который поддержал позицию Трампа. «Мы предоставляем значительную поддержку, и мы ожидаем соответствующего отношения», — сказал он, усиливая давление на украинскую сторону 4. Зеленский ответил, что Украина ценит помощь, но не намерена поддаваться ультиматумам. «Мы благодарны за поддержку, но она не должна быть основана на давлении», — заявил он, подчеркнув важность равноправного партнерства. Трамп, видимо, недовольный таким ответом, стал более категоричным. Он заявил, что Украина должна быть более благодарной за американскую поддержку. «Вы должны понимать, что без нас у вас нет шансов. Вы сейчас не в хорошей позиции. С нами у вас появятся козыри», — резко заявил он один. Кульминация. Завершение встречи и отмена соглашений. Напряжение достигло своего пика,
когда Трамп потребовал от Зеленского большей благодарности за американскую поддержку. Зеленский, сохраняя достоинство, ответил, что Украина будет продолжать бороться за свои интересы, независимо от внешнего давления. «Мы имеем право самостоятельно определять свой курс», — подчеркнул он. Трамп, видимо, недовольный таким ответом, решил прекратить встречу раньше запланированного времени. Украинская делегация была вынуждена покинуть Белый дом, не завершив все запланированные мероприятия. Подписание соглашения о минералах, которое должно было стать одним из главных результатов визита, было отменено, как и совместная пресс-конференция 6. Под конец встречи Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс назвали неубежденного ими Зеленского неблагодарным и, как сообщает CBS, попросили украинскую делегацию покинуть зал переговоров 9. Реакция мирового сообщества. Единодушная поддержка Украины. Инцидент вызвал широкий резонанс в мировых СМИ. Европейские лидеры единодушно поддержали Украину, осудив давление со стороны США. Премьер-министр одной из европейских стран заявил, Украина имеет полное право самостоятельно решать свои вопросы безопасности и внешней политики, подчеркнув важность суверенитета страны 9. Особенно резко отреагировала Франция, где министр иностранных дел назвал поведение Трампа неуважительным и призвал к более конструктивному подходу в решении международных проблем. «Мир нуждается в диалоге, а не в ультиматумах», заявил он 6. Завершение и последствия. Хрупкий альянс. В конце концов, встреча закончилась сильным разочарованием для обеих сторон. Трамп публично заявил, что Зеленский не готов к миру, и что ему следует вернуться, когда изменит свою позицию 6. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что его страна продолжает бороться за свои интересы и не намерена уступать под давлением. Этот эпизод стал ярким примером того, как личные разногласия между лидерами могут повлиять на международные отношения. Хотя официальная поддержка США Украине продолжается, инцидент показал, насколько хрупким может быть этот альянс. Для дальнейшего развития отношений между странами необходимо найти способ преодолеть существующие разногласия и вернуться к конструктивному диалогу. Срыв соглашения о минералах между Украиной и США может иметь несколько важных экономических последствий для обеих сторон. Для Украины срыв соглашения может означать потерю возможности привлечь значительные инвестиции в свою горнодобывающую промышленность. Эти инвестиции могли бы способствовать развитию местной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и увеличению экспорта редкоземельных металлов, которые являются ключевыми компонентами для высокотехнологичных отраслей, таких как оборона и зеленая энергетика 4. Без такого соглашения Украина может столкнуться с меньшим интересом со стороны других международных партнеров, если потенциальные инвесторы увидят это как признак нестабильности или нежелания Киева заключать долгосрочные сделки. С другой стороны, для США отказ от доступа к украинским запасам редкоземельных элементов может усложнить их усилия по диверсификации цепочек поставок критически важных материалов, которые сейчас в значительной степени зависят от Китая. Это может подтолкнуть Вашингтон к поискам альтернативных источников или технологий замены этих материалов, что потребует дополнительных затрат времени и денег 3. Кроме того, отмена соглашения может повлиять на стратегические отношения между двумя странами, поскольку Трамп ранее связывал финансовую и военную помощь Украине с этим минеральным соглашением 1. Таким образом, хотя непосредственные экономические потери могут быть различными для каждой страны, общий эффект будет зависеть от того, как обе стороны адаптируются к новым условиям и смогут ли они найти другие пути для достижения своих экономических целей. Ситуация также подчеркивает необходимость дальнейшей работы над установлением более прочного фундамента для стабильных отношений между США и Украиной и 7. Последствия скандала в Белом доме между Трампом и Зеленским. Негативные последствия для отношений между США и Украиной. Скандал, произошедший во время встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в овальном кабинете Белого дома, стал одним из самых громких эпизодов современной дипломатии. Этот инцидент привел к ряду серьезных негативных последствий для двусторонних отношений между двумя странами.
Рассмотрим ключевые аспекты этого конфликта и его влияние на политическое, экономическое и стратегическое сотрудничество. Отмена важных договоренностей. Одним из первых и наиболее очевидных последствий скандала стало срыв подписания соглашения о минералах, которое должно было укрепить экономические связи между США и Украиной. Подписание этого документа рассматривалось как один из главных результатов визита Зеленского в Вашингтон. Однако напряженная атмосфера переговоров привела к тому, что украинская делегация покинула Белый дом до завершения всех запланированных мероприятий, и подписание соглашения не состоялось. Это событие показало, что даже формальные договоренности могут быть подорваны личными разногласиями лидеров. Угроза финансовой и военной помощи. Во время спора Трамп прямо пригрозил прекратить финансовую и военную поддержку Украины, если Киев не окажет содействия усилиям США по урегулированию конфликта. Такие заявления создали серьезную неопределенность относительно будущего американской помощи Украине, которая является жизненно важной для страны в условиях продолжающегося противостояния с Россией. Хотя официальная поддержка продолжилась, инцидент подорвал уверенность Киева в стабильности американских обязательств. Дестабилизация стратегического партнерства. Скандал также повлиял на стратегическое партнерство между США и Украиной. До этого события отношения между странами развивались на основе взаимного доверия и общей заинтересованности в обеспечении безопасности в регионе. Однако публичная перепалка между лидерами поставила под сомнение эффективность такого подхода. Трамп обвинил Зеленского в «играх с миллионами жизней» и риске начала Третьей мировой войны, что еще больше обострило ситуацию. Такая риторика со стороны американского президента могла быть воспринята как попытка шантажа, что вызвало широкое осуждение со стороны международного сообщества. Многие эксперты отметили, что подобное поведение может негативно сказаться на способности США выступать в роли надежного партнера для других стран. Репутационные потери для обеих сторон. Конфликт между Трампом и Зеленским имел значительные репутационные последствия для обеих стран. Для США этот инцидент стал примером того, как крупные державы могут использовать давление в отношении более слабых партнеров. Такой подход вызвал критику со стороны европейских союзников, которые подчеркнули важность равноправного диалога в решении международных проблем. Для Украины же скандал стал еще одним испытанием ее внешнеполитической стратегии. Некоторые аналитики указывают, что подобные ситуации могут отпугнуть потенциальных инвесторов и партнеров, опасающихся политической нестабильности. Кроме того, внутренняя общественность могла воспринять это как проявление зависимости Киева от внешней поддержки. Влияние на международную поддержку Украины. Скандал в Белом доме также повлиял на готовность других международных игроков поддерживать Украину. Если США, ключевой союзник страны, начинают проявлять недовольство ее политикой, это может создать дополнительное давление на Киев для поиска новых партнеров или адаптации своей стратегии. Однако такое положение дел усложняет задачу построения многополярной системы международных отношений, особенно в условиях существующих геополитических вызовов. Потенциальное снижение уровня доверия. Наконец, скандал значительно снизил уровень доверия между лидерами двух стран. После инцидента Трамп опубликовал заявление, в котором снова обвинил Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам. Такие высказывания лишь усугубляют напряженность и затрудняют восстановление конструктивного диалога. Для успешного развития отношений необходимо найти способ преодолеть разногласия и вернуться к принципам взаимного уважения и сотрудничества. Скандал в Белом доме между Трампом и Зеленским продемонстрировал, насколько хрупкими могут быть международные отношения, даже между такими важными партнерами, как США и Украина. Отмена важных договоренностей, угроза финансовой помощи, дестабилизация стратегического партнерства, репутационные потери и снижение уровня доверия стали лишь частью последствий этого конфликта. Чтобы предотвратить аналогичные ситуации в будущем, обе стороны должны стремиться к более открытому и конструктивному диалогу, основываясь на принципах взаимного уважения и равноправия.